Привет, друзья! Вы на канале Медный Дракон. И сегодня мы поговорим о 5 лучших бюджетных смартфонах с AliExpress в 2019 году. Приятного просмотра! Пятое место. HomeTom HT16. Начну со смартфона, который можно приобрести по стоимости в 3 с небольшим тысячи рублей. Характеристики ожидаемо низкие. Процессор простенький, оперативной памяти 1 ГБ, постоянной 8 ГБ. Этого набора хватит лишь для нескольких важных приложений и простейших игр. Похвалить можно 5-дюймовый экран разрешением 1280 на 720 пикселей. Он обладает достаточной яркостью и цветопередачей. Батарея на 3000 мАч, учитывая невысокую производительность, хватит на пару дней автономной работы. Также внимание заслуживает дизайн. Ничего выдающегося, но фактурный рисунок на задней крышке делает внешность чуточку интересней, что редко встречается в классе крайне дешевых смартфонов. Четвертое место. Ulefone S8 Pro. Четвертое место забирает модель S8 Pro от Ulefone. Внешний аппарат крайне хорош. Дизайн в чем-то напоминает Xiaomi Mi 5, но задняя крышка здесь съемная. Под ней расположился аккумулятор емкостью 3000 мАч, которого при умеренном использовании хватит на пару дней работы, а особо нагрузить устройство и не получится. Внутри установлен простенький 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц и 2 гигабайтами оперативной памяти, постоянной 16 ГБ. Современные 3D-игры будут тормозить, но система, судя по отзывам, работает очень шустро. Определенная заслуга в этом принадлежит чистому Android 7.0. Экран 5,3 дюйма с HD разрешением. Плотность пикселей невысока, но яркость и цветопередача нареканий не вызывают. Одной из главных фишек устройства является двойная основная камера 13 мегапикселей, в действительности 8 мегапикселей с интерполяцией и 5 мегапикселей. Модули делают достаточно хорошие по качеству снимки, особенно для своей стоимости. Фронталка соседствует с яркой вспышкой, для селфи идеально. Третье место. Oukitel C8. Тройку лидеров открывает очень популярный среди пользователей сайта AliExpress смартфон Oukitel C8. В первую очередь модель выделяется непривычным по сей день соотношением сторон экрана 18:9. Диагональ 5,5 дюйма, но за счет вытянутой формы телефон не ощущается в руках излишне громоздким. Придраться можно лишь к относительно невысокому разрешению 1280 на 624 пикселей, что простительно, учитывая минимальную стоимость. Внешность не назовешь необычной, но есть 5 интересных цветов: черный, золотой, розовый, голубой и фиолетовый. По начинке ничего поражающего. Процессоры и объемы памяти такие же, как у предыдущего участника. Также имеется сканер отпечатков пальцев на задней крышке. А вот отсутствие 4G очень расстраивает. Хотелось бы, чтобы телефон был инновационным во всем. Второе место. Vernitor. Серебряную медаль забирает достаточно старый аппарат, представленный еще в 2016 году. Внешне Тор ничем не выделяется, типичный бюджетник с простеньким дизайном, но качество сборки и прочность вызывают уважение. Стекло, прикрывающее 5-дюймовый HD-экран, с легкостью выдерживает все испытания. Внутри все так же неплохо. Процессор средний, MediaTek MTK 6753, оперативки 3 ГБ, постоянной 16 ГБ. Память можно расширить карточкой microSD, благо разъем под нее отдельный, и не придется жертвовать одной из сим-карт. Батарея на 2800 мАч, рекордов не ставит. При максимальной нагрузке время активного экрана составляет 2,5-3 часа. Из интересных и приятных особенностей отмечу наличие сканера отпечатков пальцев, поддержку OTG и 4G. Первое место. Doogee Y8. В этом телефоне в первую очередь в глаза бросается дисплей, вытянутый, с тонкими рамками и каплевидным вырезом под камеру сверху. Жаль, качество не идеально. Разрешение 1280 на 600 пикселей. Яркости на солнце недостаточно. Задняя крышка также привлекательна. Есть не только черный, но и красиво переливающиеся синий и изумрудные цвета. Внутри придраться не к чему. Процессор слабый, но оперативной памяти аж 3 ГБ и 16 ГБ постоянной. Работать с устройством вполне комфортно. Версия OS на смартфоне Android 9.0.
В остальном все типично для китайцев. 2 симки, бесполезная двойная камера и батарея на 3400 мАч. Вот видео и подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал. До скорой встречи. Пока.